Доброе утро, друзья! Я бы хотел сказать пару слов по поводу нашего сегодняшнего митинга. Сегодня праздник, День народного единства. Но, к сожалению, в нашей стране есть люди, которые хотят поставить под сомнение наше единство, наше братство. И то, что мы здесь сегодня собрались, все такие разные, живущие в разных концах нашей страны, представляющие разные народы, проживающие в России, но граждане одной страны, любящие нашу Родину, уважающие друг друга, говорит о том, что у этих провокаторов ничего не получится. Проблемы, которые мы испытываем в сфере межнациональных отношений, связаны с тем, что наша молодежь отрывается от своих корней. И именно эта оторванная от своих корней молодежь является основным участником межнациональных конфликтов и драк. Я бы сказал, проблема заключается в бескультурии. Мы теряем свою традиционную культуру. Это значит, что когда мы видим на улицах города Москвы, например, вызывающую, ведущую себя кавказскую молодежь, которая пристает к девочкам, которая ведет себя похабно, кричит, не стоит ее отождествлять со всеми кавказцами, потому что они не являются носителями традиционной кавказской культуры, потому что это такие же провокаторы. Как и не стоит отождествлять девушек, которые полуголые, с пивом в руке, с сигаретами, ходят также по городу Москве, пьяных фанатов со всеми русскими ребятами и девчатами. Потому что эти люди также не являются носителями высокой русской культуры. Культуры, которая мне, кавказцу, балкарцу, по национальности дала возможность познать все лучшие современные достижения науки, культуры и искусства. Я хочу сказать, что у всех народов есть и плохие, и хорошие люди. Мы никогда не должны обобщать. Но всем не безразличным и всем, скажем так, конструктивным силам необходимо объединяться. Потому что нет никаких противоречий ни между русскими, ни между кавказцами, ни между любыми другими народами, проживающими в России. Потому что этот конфликт искусственно навязан вам. И нам в том числе. Потому что кавказцы, как и другие малые народы, проживающие в России, на 80% это русские люди, которые мыслят категориями русского языка и русской культуры, которым в детстве читали «Красную шапочку», «Колобка», которые в школе изучали Пушкина, Достоевского, которые любят фильмы Данеля и Гайдая, Рязанова. Но нам также хотелось бы, чтобы русские девчата и ребята хотя бы на 1% были балкарцами, чеченцами, калмыками, бурятами, знали Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, и тогда у нас не будет никаких проблем. Дорогие друзья, я хочу сказать, что мы вместе, мы сила. В любом случае мы победим. Те проблемы, которые мы испытываем сегодня, это перипетии сегодняшнего дня. И нас ждет великое будущее. Еще раз вас с праздником. Спасибо за внимание. Спасибо. Позвольте вас поприветствовать исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха и Его благословения. Россия – уникальная страна. В ней проживает более 140 национальностей. Мы – многонациональное и многорелигиозное государство. Если в Европе сейчас очень часто говорят про термин «толерантность», что в переводе с греческого языка означает «терпение», то мы с вами не должны терпеть. Мы с вами должны дружить. Это основа нас. Если бы мы с вами не дружили бы, то, наверное, сегодня бы мы не стояли бы вместе, не были бы самым большим государством. Всевышний Аллах в Коране так повелевает: «Я создал вас племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга». И вот мы должны взять это за основу, познавать друг друга. И если кто-то сегодня хочет пошатнуть наш мир, то мы должны сказать нет. В нашем государстве никогда не было войн по религиозным причинам. Мы никогда не проливали кровь по религиозным принципам. Если мы проливали кровь, то только на благо, только сдавая кровь и участвуя в донорских акциях.
Поэтому мусульмане сегодня выходят с инициативой, чтобы вместе и мусульмане, и христиане, и иудеи, и другие национальности нашей великой Родины вместе участвовали в таких акциях по сдаче крови, по объединению всех нас. А если все мы будем едины, то мы будем сильными. Спасибо всем. Моя следующая Алла сейчас поведает вам, как любовь способна объединять людей разных народов и разных культур. Друзья, я немного нервничаю, но все же хочу рассказать вам об одном довольно интересном факте из истории моей жизни. Суть в том, что я являюсь плодом межнационального брака. Мой отец русский, а мама балкарка. Но с детства я впитала в себя идеи интернационализма, которые построены на равноправии всех народов, как самых многочисленных, так и самых малых, потому что не бывает плохих народов. Все мы знаем, что бывают плохие люди, а бывают, конечно же, и хорошие. И я искренне надеюсь, что их большинство. Я считаю, что умные и порядочные граждане нашей страны должны понимать, что позитивное движение вперед нашей страны, нашего государства возможно только при общем порыве. Вы согласны? При общем порыве плечом к плечу. На своем примере я хочу сказать, что, вы знаете, это очень здорово ощущать в себе русские корни и горячую кавказскую кровь. Я очень горжусь великой историей русского народа и замечательными кавказскими традициями и обычаями. Важно будет отметить, что за 20 лет своей жизни я неоднократно встречалась с агрессией и непониманием. С непониманием со стороны людей, которые пока что еще не осознают, как важно быть вместе, как важно дружить и быть сплоченными. Вот сейчас я являюсь студенткой эстрадного факультета знаменитого ГИТИСа. И вы знаете, я не могу передать вам словами, как это здорово, когда в стенах своего университета ты слышишь дивные звуки русских народных песен и зажигательные ритмы лезгинки. Ведь искусство, оно тоже сплочает, правильно? И в конце своего такого небольшого рассказа я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Давайте вместе создавать нечто прекрасное. Давайте созидать хорошую и достойную жизнь. Спасибо вам большое. Отлично получается, супер!